Всем привет! Сегодня расскажу об одном из вариантов, как можно врезать циркулярку в стол. На примере циркулярной пилы Makita 5704R. В одном столе и пила, и фрезер. Мне так удобнее, потому что мне пространство рабочее не позволяет 10 столов иметь. Я решил сделать, объединить все в один стол. Размеры стола 120 на 80. Сейчас я покажу с другой стороны, как я все сделал. Да, и сразу скажу, пила крепится на мебельных болтах. Вот таких вот. Давайте снизу посмотрим. Сразу вот тут она так стоит. Стоит довольно жестко, то есть никуда не ходит. Все, я считаю, безопасно. Сейчас покажу получше, поближе, как все это сделать, расскажу поаккуратнее, чтобы все хорошо, грамотно получилось. Вот перевернул я столешницу. Вот так она тут стоит. В таком углублении. Сейчас покажу, как все это сделать, организовать. И фрезер также у меня тут. Тоже такое углубление сделано. Вот он тут в направляющих сидит, поджимается. Сейчас мы ее освободим, и заодно вы будете наблюдать, как она тут закреплена. А я расскажу, как сделать аккуратненький, ровненький паз пропил. Вот, вынимаем, ставим ее сюда вот рядом. В общем, смотрим. Сделана выемка. Углубление я сделал на 4 миллиметра. Я посчитал, что хватит. Вот. Сама фанера толщина 18. Тем самым получается, что скрадывается 14 миллиметров глубины реза. Вот. Мне хватает, в принципе. Не стал делать глубоко вырезать в целях безопасности, чтобы покрепче было. Вот, сейчас расскажу, как этот паз сделать. Если вам не будет хватать диаметра диска, тех же 15 миллиметров, может быть, кому-то не хватит, будут распускать бруски, что доски, тогда придется углубляться в стол больше. Опять же, ребят, очень тоненькую поверхность не оставляйте, а то, не дай бог, выломает. На всякий случай лучше предостеречься. Да, можно видеть, что пропил у меня сделан только один, никаких вставок дополнительных я не делал. Соответственно, то есть у меня рез под 90 градусов. То есть, чтобы сделать рез под 45 градусов, нужно просто наклонить пилу, врезать в стол, прорезать стол. Вот, и будет у вас еще один прорез под 45 градусов, если что-то распускать. Вот, но лучше сделать вставочку, вот такую вставочку отдельно. Там два реза из другого материала, может быть, даже. И просто ее менять. Либо менять, либо с двумя резами сделать. Мне пока 90 градусов, я ничего 45 градусов не распускаю, мне 90 градусов хватает вполне. Как ровненько ее сюда посадить? Прочерчиваем линию, примерно определяемся, где будет стоять пила, относительно другой стороны, естественно. Вот, прочерчиваем перпендикулярную линию к краю стола. Вот, ставим пилу. Вот, все это угольнички, линеечки. Обчерчиваем ее карандашом вокруг, вот, по контуру. Аккуратненько обчерчиваем карандашом. Вот. Ребят, старайтесь ровнее, потому что если вы так ее косо зафигачите, у вас просто, я не знаю, что это получится, будут кривые заготовки, распилы будут кривые. Далее с 4 сторон сверлим отверстие под болты. Готовим заранее мебельные болты, это понятно. Естественно, не забываем делать углубление. Я сделал фрезером, ровненько получилось. Так как отверстия у меня уже были, то есть сверлом, дрелью плохо делать, я сделал фрезером. Смотрите, чтобы, когда вы будете регулировать глубину пилы,
Ручка, шнур, то есть никуда не упирались, то есть болты. Двигатель, сам крышка двигателя, то есть никуда в болт, не дай бог, то есть не упиралось, чтобы все свободно ходило. Далее я подготовил вот такие вот прижимчики. Я взял дуб покрепче. Ставим прижимчики. Такие упорчики. Я сделал тут на барашках. Ну, честно говоря, надо переделать, потому что руками сильно крутишь или какой-то ключик сделать. Больновато, неудобно. Вот, прижимаем пилу и делаем, включаем в розетку и делаем пропил. Делаем пропил, ну, естественно, вот без этой направляющей сначала, потому что она у вас не опустится в стол, она упрется в фанеру. Делаем пропил, значит, аккуратненько делаем пропил, пилим. Вот. Распилили, да, сделали пропил. А дальше, чтобы вот эта направляющая у нас заходила в пропил, нужно его немножечко пошире сделать. То есть здесь, с этой стороны или здесь мы ставим какой-то упор, ну, длинный, и делаем чуть-чуть на себя сюда пропил пошире, чтобы вот эта направляющая, то есть она потом зашла в наш пропил вместе с диском, ну, заходила, свободно ходила. А то, если вы не сделаете шире, чем пропилить диск, у вас вот эта направляющая, когда вы поставите, она просто упрется в стол и пила не вылезет. Далее убираем пилу. И вот по этому месту, где мы начертили карандашом, мы выбираем фрезером вот этот вот паз, вот эту глубину, которую я говорил, на 4 мм, где будет сидеть наша пила. Ребята, такого фрезера нету, вот, ну, если нечем сделать, можно вот такие упорчики с 4 сторон приклеить, такие небольшие, то есть выход вот такой, вот, чтобы она туда-сюда не гуляла. Ну, можно даже, я думаю, из фанеры такие небольшие с 4 сторон сделать, это будут тоже определенные, то есть границы для пилы, чтобы она ни туда-сюда не ходила. И, ну, естественно, только у вас будет уже скрадываться не 14 мм, а все 18, или толщина фанеры, какой вы там возьмете. Все, ставим обратно пилу, сделанный нами паз, крепим прижимчики. Ну и все, прижали прижимчиками. Все, пила установлена. Пила установлена. Еще раз покажу сейчас, как все выглядит. Вот так она стоит тут. Все отлично, прижато. Все ровненько, пропилы ровненькие. Я говорю, ребят, главное, когда будете размечать, соблюдать перпендикулярность. То есть к столу, вот это вот, самого диска, самого пропила. Все, и будет все. Работа вся будет хорошая, получаться ровненькая. Если нужно снять пилу, это делается довольно быстро. Все. Наша пила демонтирована. Единственная есть небольшая неудобность была, это, то есть, толщина, ширина отверстия пропильного была 2 мм, ну, в общем-то, как сам диск. Вот, и была сложность в замене диска, то есть диск было сложно поменять на месте, нужно было снимать пилу. Я чуть-чуть сделал пошире пропил. То есть не бойтесь сделать пошире, то есть наша окантовка, вот эта, вот, которую мы фрезером
сделали, она не даст пиле гулять туда-сюда, если вы ее плотничком сделаете. Вот, это широкий вот пропил, он мне дает менять диск на месте тут на столе прям. Сделаю обзор этой пилы, может кто-то выбирает пилу. Обзор диска Атака чистый рез 40 зубьев у меня есть на канале, то есть можно найти видео, хороший чистый рез, дает ровно. Ну и все, наверное, на сегодня. Видео подходит к концу. Пишите комментарии, там спрашивайте какие-то, может там вопросы у вас возникнут, на что-то там будет там непонятно, еще что-то. Все, ребят, счастливо всем, соблюдайте технику безопасности. Всем пока.